Конфликт между Украиной и Венгрией сейчас достиг огромнейшего пика. Все выходит абсолютно из-под контроля. Пару дней назад Украина по приказу Зеленского уничтожила самый важный электропровод «Дружба». Зеленский думает так: мне плохо, вам будет еще хуже. Зеленский жестко ответил Орбану: дружба теперь зависит от Венгрии. После ударов по нефтепроводу «Дружба» президент Украины намекнул, именно от Будапешта зависит, снимет ли он вето с Украины. Вся дружба висит на волоске, и решает ее Орбан. Украинские дроны атакуют критически важный нефтепровод «Дружба» в российском Татарстане. Дроны, которыми управляла Украинская служба безопасности, ночью 23 февраля поразили критический российский центр транспортировки нефти. Нефтяная насосная станция Калегина в республике Таркистан. Жители российских городов Саратов и Энгельс сообщают, что ночью слышали несколько взрывов. Сообщает независимый российский новостной канал в Telegram Астра. 6 взрывов потрясли нефтяную насосную станцию. В 1200 километрах от украинской границы, по данным источников, возник большой пожар. Взрывы уже были геолокализованы блогерами, и подтверждено, что была поражена нефтяная станция Келли-Кино-Албером, которая снабжает нефтью трубопровод. Фанатизм Зеленского выключает совершенно его мозг. У нас, говорят, geht über die Leichen, идет по трупам. Он делает плохо не России. Из-за своего фанатизма, из-за того, что у него совершенно нет никакого шанса выиграть эту войну, он наказывает десятки стран по всей Европе. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Deutschland. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь. Мы начинаем. Поехали! Этот трубопровод «Дружба» снабжает Словакию и Венгрию в Европе. Представьте эмоции Орбана сейчас. Это может привести к цепной реакции, не только последствия для Словакии и Венгрии, а для целой Европы. Спор из-за трубопровода между Венгрией и Украиной уже давно обострился, но сейчас по-настоящему эскалирует. Украинское нападение на трубопровод «Дружба» это стало красной чертой для Орбана. Но самое ужасное, что Украина и Зеленский не скрывает это, а даже гордится своими преступлениями, терроризмом. Сейчас вам покажу отрывок из газеты, информацию, что СБУ по-прежнему постоянно работает над транспортировкой российской нефти. СБУ систематически работает над добычей и транспортировкой российской нефти. Наши спецоперации методично сокращают российские доходы от нефти, финансирующие войну против Украины. Эти действия будут и далее постепенно тащать и высасывать, сказал источник. Резервуары на нефтяной насосной станции. Зикулики являются важными буферными резервуарами трубопроводов «Дружба», одной из крупнейших сетей сырой нефти в мире, которая обеспечивает почти 2 миллиона баррелей в день из России через Беларусь и Украину в Центральную Европу. Экспортируется. Итак, друзья, 23 февраля ультиматум для Украины истек, потому что Украина отказывалась ремонтировать нефтепровод «Дружба». Таким образом, восстановить поставки нефти в Венгрию и Словакию. И вместо того, чтобы восстановить трубопровод на украинской территории, они просто уничтожают его на российской части, чтобы получить новое оправдание и уйти от этого ультиматума. Мол, это же не на нашей части уничтожено, а на российской. Это уже совершенно не связано с войной, это связано с терроризмом, потому что после взрыва Северного потока Украина увидела, что критическую инфраструктуру Европы можно уничтожать без всяких проблем. Из-за этого им ничего не будет. То есть никаких последствий. Пусть у нас не будет газа, пусть у нас не будет нефти. Ради Зеленского будем страдать. Однако Зеленский не учел венгерского президента Орбана, что он взял все это в свои руки. Это будет иметь очень серьезные последствия для Украины. То, что сейчас хочет сделать Венгрия, намного даже опаснее, чем любая военная наступательная операция России. Итак, что пишет газета? Орбан удваивает свой вето из-за
Портал «Политика» сегодня написал следующее. Орбан удваивает свое вето из-за кризиса с трубопроводом «Дружба» в Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, то есть сегодня, возложил ответственность на Украину за неспровоцированный акт враждебности. Чтобы оправдать свое решение заблокировать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Киева. Такое письмо он отправил президенту Европейского совета Антонио Кошта. Офис Кошта изначально не был доступен для комментариев. И вот что еще. Военный фонд Украины исчерпается в апреле без новых средств, что ставит Киев в невыгодное положение по сравнению с российскими войсками и продолжающимися мирными переговорами с Кремлем под руководством США. То есть Орбан будет сейчас все делать из-за вот этого терроризма Зеленского, чтобы Украина не получила помощь в 90 миллиардов. Это очень серьезно, потому что все, что сейчас происходит, может поломать Украине хребет. Зеленский в очередной раз думает, что он выйдет чистенький этого конфликта и его погладят еще по головке. Нет, этого не будет. Без кредита 90 миллиардов для Украины, если эти деньги Зеленский не получит, то в апреле они окажутся, то есть Украина окажется на мели. У них будет безвыходное положение, как капитулировать. Зеленский сам роет себе яму. Кредит был одобрен в январе с огромнейшим трудом, потому что в ЕС, в Евросоюзе удалось достичь соглашений. Считалось, что Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этом кредите. Однако именно 3 страны обладают правом вето, могут заблокировать этот кредит. Именно по этому поводу рано Зеленский обрадовался. Это будет как бумеранг для Зеленского. Весь беспредел, который он делает, потому что Орбан вначале хотел заблокировать кредит 90 миллиардов для Зели. Потому что Зеленский отказался ремонтировать трубопровод «Дружба» на украинской территории. И тем самым блокируют потоки нефти. Но теперь, как я вам рассказала, что Украина разрушила трубопровод «Дружба» на российской территории. И там Зеленский, конечно, совершенно не может ничего отремонтировать. Он думает, что он скажет, а что я могу сделать? Нет, в этот раз это просто так ему не пройдет даром. Виктор Орбан сказал, что я буду все делать, что возможно, чтобы заблокировать помощь 90 миллиардов. А я только что повторила, если только Украина не получит эти деньги, уже в апреле они будут абсолютные банкроты, нужны объявить о капитуляции. Пока нефть снова не потечет по трубопроводу. Венгрия может заблокировать кредит в 90 миллиардов евро, потому что один из 3 законопроектов, лежащих в основе финансовой помощи, требует единогласного решения ЕС для расширения капиталового резерва долгосрочного бюджета ЕС для выдачи кредита. Послы ЕС обсудят пакет санкций в понедельник на заседании Совета иностранных дел. Обе инициативы сохранятся, пока не будет решен кризис с трубопроводом «Дружба». Если Россия не отремонтирует разрушенный Украина трубопровод, тогда для Украины это конец. Поэтому я говорю, это надо быть такому же дебилу, чтобы ради ненависти поставить себя в такое положение. Путина только тогда можно уговорить починить трубопровод, если Украина отступит, например, из Донбасса. Или тогда Зеле придется ждать, пока Украина не обанкротится. Кроме того, с сегодняшнего дня Венгрия и Словакия объявила, что прекращает аварийное электроснабжение Украины. Это уже крах для Украины. Срочный президент Украины неадекватен. Словакия и Венгрия вместе поставляли в последние месяцы 61% украинского импорта электроэнергии. Теперь Физу готов прервать подачу электроэнергии 23 февраля, если российская нефть снова не потечет через поврежденную трубопровод «Дружба». Роберт Физу заявил Марко Рубио, что Зеленский использует трубопровод «Дружба» как средство политического шантажа. Этот трубопровод служит для того, чтобы оказывать давление на Венгрию и Словакию с целью принятия вступления Украины в ЕС. Эту речь венгерский премьер-министр произнес 15 февраля. Что мы сейчас имеем? 24 февраля. Ультиматум истек. И теперь Физу перекрывает поставки Украине.
А Виктор Орбан поступит точно так же. Я еще вам покажу в этом видео все, что планирует Орбан и все, что он говорит об Украине. 2 соседних государства отключают Украине электричество. 90 миллиардов стоит под вопросом. Если только Орбан примет вето, а он это сделает, сыт под горло Зеленским, Киев уже через 6 недель столкнется с финансовым крахом, когда война решится не на поле боя, а с помощью энергии и денег. Это решающий немецкий удар по Европе или начало беспощадной энергетической войны, которая может утащить всех нас в пропасть, пока весь мир наблюдает за дымящимися обломками на передовой. За кулисами начался заговор, способный решить судьбу целых наций. Виктор Орбан нарушил молчание и объявил новость, которая прогремела как бомба в Брюсселе. Говорят, что Владимир Зеленский предал своих союзников по ЕС. Речь идет о черном золоте, жизненно важном трубопроводе Дружба. Обвинение настолько серьезное, что может навсегда разорвать европейское единство на куски. Нефтяная война. Украина намеренно перекрывает кран, чтобы поставить на колени нежелательных соседей. Орбан открыто говорит о шантаже. Он утверждает, что Киев использует разрушенную инфраструктуру как политическое оружие, чтобы наказать Венгрию и Словакию за их блокадную позицию, в то время как в Будапеште и Братиславе объявляется чрезвычайное положение, стратегические нефтяные резервы истощаются, и возникает ключевой вопрос: пересек ли Зеленский красную черту? Шокирующие подробности запрета на транспортировку и скрытые игры власти между Киевом и Будапештом, и почему этот конфликт выходит далеко за пределы цен на топливо. Это игра с огнем, миллионы людей становятся заложниками. Чуть ли это полный разрыв с ЕС? Цифры, которые Киев предпочел бы спрятать. Речь идет о газопроводе Дружба. Десятилетиями эта артерия качает кровь венгерской и словацкой промышленности с востока на запад. Но вдруг река иссякла. Почему именно сейчас? Виктор Орбан высказался недвусмысленно. Это не технический сбой. Это целенаправленный политический акт саботажа. Украина резко ужесточила санкции против российского энергетического гиганта Лукойл. Последствия. За одну ночь Венгрия потеряла почти 33% всего импорта сырой нефти. В Словакии ситуация выглядит еще более мрачно. Поставки для стратегически важного НПЗ «Славнафт» здесь практически были сокращены наполовину. Речь идет не о мелочах, а о жизненной угрозе для европейской энергетической безопасности. Обвинение в заговоре. Орбан утверждает, что этот шаг был напрямую инициирован из офиса украинского президента с ясной целью – шантаж. Это происходило по указанию офиса украинского президента, Венгрии и Словакии по пакету помощи ЕС. Это ли месть? Нефтяная война. Нефтяная война посреди Европы. Но будет еще более шокирующе. Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии, представил доказательства, указывающие на то, что этот шаг мог быть согласован с некоторыми кругами в комиссии ЕС. Представьте себе, пока Европа проповедует единство, за закрытыми дверями вырабатывается план дестабилизации двух государств. Министр Словакии назвал это непростительной наглостью. Предупредил Киев: если вы заблокируете нашу нефть, мы заблокируем ваш экспорт электроэнергии. Украина разыгрывает свою роль транзитной страны в качестве крайней карты власти. Киев утверждает, что нужно иссушить российскую военную машину. Но почему под удар попадают именно газопроводы, способные расколоть ЕС? Киев заставляет Брюссель занять четкую позицию. Поддерживает ли ЕС право транзитной страны перекрывать энергоснабжение государств-членов? Если да, это означает конец европейской солидарности. В улицах Будапешта и Братиславы растет страх. Цены на бензин резко взлетают, инфляция грозит выйти из-под контроля, а стратегические резервы, предназначенные для катастроф, иссякают. Цена, которую мы должны заплатить за безусловную поддержку Киева. Однако настоящий скандал происходит за стеклянными фасадами Брюсселя. Пока Венгрия и Словакия на пороге экономического краха, в штаб-квартире ЕС стоит оглушительная тишина. Неужели это нефтяная война – сговор, чтобы окончательно сломить нежелательные правительства, например, правительство Виктора Орбана? Киев здесь не действует в одиночку. Это скоординированная операция, энергетическое эмбарго под ложным флагом. Владимир Зеленский показал в этой нефтяной войне, что он готов пожертвовать основами европейского единства, чтобы навязать собственные стратегические цели. Но разве это путь будущего члена ЕС? Виктор Орбан открыл ящик Пандоры. Его разоблачение возможно. Заговор между Киевом и частями брюссельской элиты имеет серьезное значение. На сегодня все. Желаю вам всем здоровья, мира. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь. До скорого. Пока.